Добрый день, с вами канал Интерес, и сегодня мы поговорим с вами на тему законов денег и богатства. Чтобы стать успешным и финансово обеспеченным в жизни, нужно знать основы, знать законы денег и как они работают, как правильно распоряжаться деньгами. Сегодня видео именно об этом. Итак, закон номер 1. Закон выбора. Человек в своей жизни всегда делает выбор – быть ему бедным или богатым. Если человек не верит в то, что он будет богатым, то он им и не станет. Если человек знает, что то, что он зарабатывает, это для него потолок, то так и будет. Все эти установки и убеждения, они тянутся, возможно, еще из нашего детства, под влиянием родных, знакомых, а может и общества, в котором мы выросли. И, соответственно, они у нас сидят очень глубоко и неправильно влияют на нашу жизнь. Может, кто-то помнит из детства: деньги на деревьях не растут, не жили богато и начинать нечего. Нужно изменить себя изнутри, изменить свое мышление в другую сторону, поверить в свои возможности, поверить в то, что вы достойны намного большего. Надо разрешить деньгам быть в вашей жизни. Можете изучить тему аффирмаций и как они работают. Это определенные фразы, установки, которые повлияют на вас с психологической стороны и заставят поверить, казалось бы, в невозможное. Закон номер 2. Закон обмена. Деньги – это следствие, а не причина. Чтобы увеличить количество денег, которые вы зарабатываете, вы должны повысить стоимость вашего труда, ваших знаний. Нужно стать профессионалом своего дела. Повышайте свою способность зарабатывать деньги. Инвестируйте любую сэкономленную копейку в себя для повышения вашего профессионализма, свои способности. Чем больше вы инвестируете в себя, тем больше в будущем будете зарабатывать. И получайте от работы удовольствие. И помните, что финансы – это ключ в реализации вашей цели. Поэтому сформируйте свои желания, вашу цель и стремитесь ее достичь. Как говорится, вижу цель, не вижу препятствий. Закон номер 3. Закон сбережения. Сначала заплати себе. Согласно этого правила, нужно с каждой суммы, которую вы заработали, отложить 10%. Научитесь откладывать. Возьмите за правило, что бы ни происходило, откладывайте 10% от дохода. Если возможности больше позволяют отложить, то можно этот процент увеличить. Если же изначально сложно, то начните с 1% или с 5%, а потом со временем можно процент этот увеличить. Что бы ни происходило, ты получил зарплату, возьми 10% и отнеси в банк или спрячь их, чтобы не потратить. И со временем у вас накопится достаточно приличная сумма, и вы очень удивитесь этому. Здесь необходимо создать островок безопасности, который поможет вам быть уверенным в вашем будущем. Закон номер 4. Закон инвестирования или капиталовложения. Все знают выражение «деньги делают деньги». А ведь это так и есть. Финансы должны работать на нас. Поэтому нужно увеличивать свои активы, вкладывать в то, что принесет вам дополнительную прибыль. Ищите варианты инвестирования и увеличивайте свои накопления. Капиталовложение – это вложение своих сбережений с целью получения дополнительной прибыли. Но нужно здесь еще понимать, что инвестирование – это не гарантия получения прибыли. Поэтому прежде чем куда-то и что-то вложить, нужно подробно изучить тему, куда вы собираетесь вкладывать деньги, чтобы потом не потерять все свои сбережения. Поэтому нужно развиваться в сфере финансовой грамотности и стараться в ней разбираться. Надо приобретать активы и избавляться от пассивов. Что же относится к активам? Это банковские вклады, например. То есть деньги, положенные во вклад под процент, приносят нам прибыль. Недвижимость. Вы можете сдавать в аренду вашу недвижимость и получать доход. Или сам факт вложения в недвижимость принесет доход, потому что стоимость объектов недвижимости постоянно растет. Можно покупать ценные бумаги. Пассивы же – это то, что постоянно ведет вас к тратам. Автомобиль требует его обслуживания. Квартира, в которой вы живете, платить коммунальные платежи, кредиты, займы тоже относятся к пассивам и так далее. Закон номер 5. Закон сохранения. Уверенность и прочность вашего будущего определяется тем, сколько вы сумели сохранить денежных средств, но не учитывая те 10%, о которых речь шла в начале видео. Сберечь больше денежных средств можно в том случае, если вы научитесь правильно распоряжаться денежными средствами и тратить их с умом. Необходимо контролировать свои расходы.
То есть нужно жить по средствам. По возможности лучше не берите, допустим, потребительский кредит. Постарайтесь не жить в долг. Контроль расходов необходим для того, чтобы понять, куда уходят деньги, в каком количестве и на что. Затраты должны быть продуманными. Не переплачивайте, старайтесь пользоваться скидками. Где есть возможность, покупайте оптом. Приобретайте обувь не в сезон, а фрукты и овощи, наоборот, в сезон. Цены в сезон и не в сезон могут отличаться в разы. При принятии какого-то финансового решения важно еще уметь контролировать свои эмоции, не поддаваться им. Ведь финансовые решения, совершенные в эмоциональном состоянии, могут принести в итоге потери. Живите скромнее того уровня, который вы можете себе позволить. Итак, это все важные моменты, на которых бы хотелось остановиться в данной теме. По этой теме, конечно, можно говорить еще и еще, но если соблюдать хотя бы эти законы, поверьте, в вашей жизни денег будет гораздо больше. Помните всегда, мысли материальны. О чем мы думаем, то и происходит. Поэтому прежде чем подумать, подумайте об этом. Лучше настраиваться всегда на то, что все получится, а не гонять в мыслях всевозможные страхи и неудачи. Выбирайте свою стратегию, цель и действуйте. На этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал «Интерес», ставьте лайки, если видео было полезно. До новых встреч. До свидания.